Привет, друзья! Сегодня буду делать украшения. Наверное, получится у меня колье-трансформер, как я и планирую. Но посмотрите, из каких бусин красивых. Это аметист. Вот такая ниточка мне приходила, коротенькая. Наверное, это для браслета, я так думаю. И к ним я подобрала круглые бусины. У меня есть вот такие две бусинки. Это 12 миллиметров. Красивый аметист. Цвет у них приятный. Вот такие бусины 10 миллиметров, 4 штучки. Ну и 8 миллиметров. Камень очень красивый, благородный. Я думаю, совмещать или сочетать с какими-нибудь другими камнями не стоит, потому что он самодостаточный такой. Очень благородно выглядит. И к ним у меня есть вот такие бусинки. Тоже посмотрите, какой цвет красивый. Подходит к аметисту хорошо, так как они в золоте, и украшение будет золотом. Это цепочка тоже хочу поставить. Цепочка с покрытием золотым, так как фурнитура вся будет с покрытием золота. Я подобрала и шапочки. Вот такие шапочки. Вот такие карабинчики, застежки. Есть у меня вот такой тогл тоже с покрытием. Ну и буду делать я на ювелирном тросике. Применять, наверное, буду и вот такие разделительные бусинки. Наверное, это 2 миллиметра. Я уже... Да, 2 миллиметра. Тоже хорошее качество с покрытием. Ну и начнем делать. Украшение будет из 3 частей. 2 части будут бус собраны на ювелирный тросик. И 1 часть будет из цепочки. 1 часть, которую я буду собирать, это самая большая, примерно будет 25 сантиметров. Я вот отрезала тросик чуть больше, чтобы загнуть потом. И 2 часть будет поменьше, примерно 20 сантиметров. Это будет браслет, он будет сниматься, и можно его отстегивать, носить на руке. Ну и цепочка примерно тоже будет сантиметров 40, чтобы ее можно было носить тоже отдельно. Снимать и просто цепочку носить. Сейчас я сделаю набор, посмотрю, какой мне понравится, и покажу вам обязательно. Вот эта большая бусина будет у меня посередине. Я хочу по краям надеть вот такие бусинки. Так как здесь отверстие большое, я надела вот такие шапочки, колпачки маленькие. И я думаю, они как раз в это отверстие лягут. Вот, видно вам? Она ложится в это отверстие и не будет шататься. Так, а здесь я, наверное, все-таки поставлю вот такие шапочки. Так как бусина крупная, я думаю, будет лучше выглядеть с такой шапочкой. Вот посмотрим сейчас. Вот так. И она будет пластично ездить туда-сюда, двигаться. Да. И с этой стороны также я надеваю шапочку такую. Конечно, эта шапочка, по-моему, 8 миллиметров. Но ничего, она тоже смотрится неплохо. Конечно, желательно на такие бусины подходящий размер таких шапочек. Но таких шапочек 12 миллиметров в наличии не было, только 10. 10 у меня тоже нет. Так, и с этой стороны я ставлю эту бусину. И у меня вот так получается. Будет так посередине такой вариант. И теперь у меня задача поставить вот эти бусинки. Также я поставлю вот такие шапочки маленькие. Здесь я не буду уже большие одевать. Вот так. Набор я сделала. Вот так у меня получилось.
Очень красиво смотрится. Здесь бусинки так, и между ними плоским я поставила шарики. Теперь мне надо закрыть с двух сторон тросик ювелирный. Здесь я делаю пока такую стопорную, чтобы мне удобно было закрывать с одной стороны, и бусы не рассыпались. Здесь я буду делать вот такие вот кримпы, которые надо зажимать. Так, здесь я, наверное, надену вот такую вот бусинку. Теперь вот такую кримп, вот такой, и нужен протектор. Продеваем в протектор и обратно. Тросика чуть больше, чтобы продеть кримп и в бусинку. Получается вот такая конструкция. Сейчас я это все затяну. Подтянула я. Теперь нам надо закрыть кримп. Этот штыречек надо хорошо с усилием надавить на него, чтобы он туда провалился. И там внутри зажимается тросик. Если он немножко выглядывает, посмотрите, это ничего страшного. Он до конца может и не становиться. Вот так получилось. Теперь я все передвигаю, все бусины, и закрываю вторую сторону также. Одна часть украшения готова. Теперь я буду собирать поменьше. Такой же набор сделаю, только поменьше, сантиметров 20. Это будет браслетиком служить. Здесь я тоже поставила протектор и такую же бусину на второй части бусин. И зажимаем. Надо брать не кончиками, а где-то посерединке. Видите, я приклеила черный, чтобы это пластырь черный, чтобы не оставалось отпечатков на металле. И зажали. Все. Вот такое крепление получается. Удобно. Не нужны обжимные бусины. И также я сделаю со второй частью края. Две части бусиков готовы. С двух сторон на длинное я поставила 2 кольца. Вот такие витые. Это тоже позолоченные. На браслетике я поставила карабин и колечко. Можно вот так носить на ручке браслет. Ну а можно соединить 2 украшения в одно. Здесь карабин. Здесь у нас вот такой карабин. У меня их 2. Видно, да? Можно любой. Можно здесь и здесь надеть карабинчик. Здесь можно соединить этим карабинчиком. У вас готовое украшение. Но, чтобы сделать еще сатуар, мне нужна цепочка. Сейчас я... Сколько мне надо? Сантиметров 40, наверное, чтобы можно было отдельно носить цепочку на шее. Очень плотные кольца на этих цепях. Твердый материал. Очень трудно размыкать. Поэтому я беру еще соединительное кольцо и прикрепляю карабин. Вот эти кольца очень тоже плотные. Это нержавеющая сталь, я показывала их уже. Очень плотные. И с одной стороны ставим карабин. Вот так получилось. И цепочку можно носить отдельно. Вот так. Теперь можно разъединить в любом месте, где карабин у нас. Можно подсоединить. С этой стороны мы надеваем, где карабинчик, а с этой стороны
У нас уже есть карабинчик, просто кольцо продеваем в карабинчик. Все. И получается вот такая длинная цепь сатуар. Можно носить любой стороной. Конечно же, будут фотографии, посмотрите. К ним у меня есть вот такие кулоны. Один темнее, один светлее. Я поставила белики, так как здесь крепление было не очень красивое. И я закрыла немножко колечками. И их не видно, это крепление. И теперь можно подсоединять еще, например, кулон, если вам вдруг захочется. Так, какой стороной? Подсоединить. Вот когда лягут бусы, и уже будет у меня видно, куда можно подсоединить кулончик. Вот, посмотрите. Также можно отсоединить браслетик на ручку и носить просто вот с цепочкой, с кулоном. Можно цепочку отсоединить с карабином вот этим крупным. Тоже можно с кулоном носить отдельно. Здесь вариантов очень много. Я буду фотографировать. Обязательно посмотрите фотографии. Вот такое интересное украшение у меня получилось. Колье-трансформер. Много-много вариантов. Обязательно будет слайд-шоу. К ним я сделала вот такие небольшие сережечки. Были у меня вот такие капельки, подвески. В таком же цвете, как и бусины вот эти. Очень хорошо подходят по цвету. Посмотрите, какие красивые переливаются. Я поставила палочки и такие очень лаконичные швензы. С этой стороны стразики маленькие. Их и не видно с двух сторон. Тоненькие-тоненькие. Тоненькая палочка и аккуратненькая подвесочка. Вот такие красивые получились сережечки. Это украшение будет у меня на продажу. Я выставлю его на ярмарке мастеров. Но если вдруг кто-то захочет купить это все, напишите мне. Ну а кто захочет сделать такое украшение, я оставлю все ссылочки. Этот материал весь с Алиэкспресс. Ну а кому понравилось мое видео и украшение, напишите комментарий. Мне будет очень приятно. Нравится вам аметист камень? Мне очень понравился. Я влюбилась в него. Ну а если понравилось мое видео, поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно. Кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!